Мои приветствия всем! Рада видеть вас в прямом эфире. С вами Алена Старовойтова, проект «Ключи и мастерства». И сегодня у нас трансляция пересборка июля, 170-я по счету. Соответственно, сейчас жду, пока все подключитесь. Давайте проверим звук, что у нас происходит в разных местах со звуком. И на всякий случай напомню, у нас бесконечный мультистрим. Соответственно, трансляция идет в ВК, в Рутюбе, в Ютубе. В тех местах, которые не стоит озвучивать, тоже она идет. Смотрю, везде запустилась, комментарии вижу везде. Соответственно, жду от вас циферки, чтобы было понятно, что произошло. Периодически буду заглядывать, но помните, да, когда я вхожу в Rush, я забываю читать комментарии, поэтому у нас есть отдельная серия трансляций, называемая «Спроси КМ», там, где я могу четко сфокусироваться на том, что вы пишете. Но это будет позже. Что-то как-то в июле не сложилось ее провести, но, может быть, не случайно. Всем пламенный привет. Сейчас пытаюсь собрать в кучку мозги, потому что энергии немножко изменились. Мы с вами вообще уже вошли во врата льва. Кто у нас на телеграм-канал подписан, соответственно, вы видите. Да, я периодически выкладываю апдейты, что происходит, на что обратить внимание. Мы сегодня собрали огромную обратную связь. Кого-то плющит, кто-то парит и так далее. Но прицельно про врата льва мы с вами поговорим на групповой медитации 8 августа. Сегодня тема эфира совершенно другая. Я хочу закрыть гештальт. Кто у нас на телеграм-канал не подписан, соответственно, тот не в курсе. Перед тем, как уезжать в отпуск, я планировала прям, поскольку меня очень сильно проглючила, решила провести прямой эфир, но, к сожалению, там так складывалось, либо выбирать надо было эфиры, либо все-таки выезжать, мы решили выехать. Но тема осталась не разобранной, не закрытой, не считая небольшого аудио, которое я повесила по горячим следам. Вот хочу сейчас это все из себя выгрузить, потому что без этого не сильно понятно, несмотря на тот объем статей, которые мы выложили в свете врат льва. И завтра выйдет очередная про христосознание, пояснение, что это такое космический Христос, христосознание и так далее. Но вот пока мы туда дойдем, до этого мужского, да, с чем переломный момент весь связан-то, и что у нас будет активироваться, и самое главное, родиться 9 сентября, сложно будет понять происходящее. Поэтому давайте вначале проведу такой небольшой опрос. Вот кто был у нас на последней групповой медитации, получается, в июле, может быть, помните, в самом начале я сказала, что 7.7 портал уникальный, но я бы его подавала совершенно с другой стороны, если бы не то, что происходило у меня лично, да, буквально накануне 6 июля, получается. Может быть, помните эту фразу. Поэтому вот из вас, кто находится в отношениях, поставьте сейчас единичку, кого штормило на тему отношений в июле, и двоечку следом прицельно, у кого возникала мысль, что, наверное, пора отношения заканчивать. Кто не в отношениях состоит, возможно, рядом с собой, на себе это не замечали, но мне просто хочется такой вот небольшой опрос. То есть единичку, кого штормило, в частности, в июле, да, и двоечку, кому вот нет, да мелькала мысль. Для меня вот было таким основным озарением и осознанием того, как это все разворачивается и происходит. Причем, опять же, с подачи Лорен Гарго, точнее, буквально из 3 фраз, из 3 слов, которые я у нее прочитала, у меня пошла тотальная перезагрузка, но для этого нужно было провалиться в личность. Вот смотрю, единичек и двоечек много. Соответственно, до сих пор штормит. Но вот это все связано с тем процессом. Давайте так скажу. Вот после рождения ребенка я вошла в эту тему, то есть можно считать, приобщилась к ней. Тогда, когда я ходила беременна, это конец 2001 и 2002 год. Хотя, наверное, само пробуждение произошло чуть попозже, в году в 3-м, в 4-м. Вот смотрите, с тех пор уже прошло однозначно больше 20 лет. И вот с того самого момента, как я познакомилась с этой темой, мы читали глубочайшие книги, соответственно, тогда был момент расцвета эзотерической литературы, появилось такое издательство «София», которое стало печатать и выкладывать ченнелинговые книги, впервые, да, официально, не самиздатом, которые из рук в руки друг другу передаются. И вот начиная с того момента, по-моему, первый был Друнвал Мельхиседек, у кого я впервые услышала про возвращение божественного женского.
То есть божественной матери, космической матери, божественного женского. Кто помнит тот период? Прямо из каждого утюга кричали, что вот-вот произойдут большие изменения. С точки зрения логики понятно. Потому что у нас есть только несколько религиозных систем, и там однозначно есть некий Бог, да, а есть Адам, созданный этим Богом, и потом уже из ребра Адама была создана Ева. То есть в подчиненном положении, в неком таком. И логично, что если мы говорим про возвращение баланса божественных сил на Земле, то у нас есть не только Бог Отец, а у нас есть Божественная Мать, равнозначный вариант. Поэтому мне легло очень хорошо тогда, когда это говорили. И если отмотать наши групповые медитации, мне кажется, в году в 13-14 на порталах 2.2 и 3.3 мы каждый год проводили либо соединение с внутренней богиней, с внутренним богом, да, с внутренним мужчиной, с внутренним женщиной. Эта тема еще тех махровых лет, то есть больше 10 лет назад звучала. И где мы сейчас в этом процессе находимся? Почему именно сейчас, это вдруг все актуально? Получается, больше 20 лет назад про это заговорили, и мы этого ждали. А больше 10 лет происходило, скажем так, нисхождение этой энергии в человека для того, чтобы наконец-то, да, начиная с этих врат льва текущих, которые будут у нас буквально через пару дней, и завершая вратами 999, а в этом году это именно тройная девятка, у нас произойдет это рождение, да, суверенного мужского, божественного мужского на Земле наконец-то. И все бы это так прошло фоном. Я просто знаю, что когда каналы начинают о чем-то писать, как минимум год это находится только на уровне высшего тонкого плана, давайте это так сформулирую. Через год начинает каким-то образом просачиваться и хоть как-то проявляться, а на самом деле требуется не меньше 3 лет для того, чтобы что-то зафиксировать, и можно было сказать, что процесс действительно происходит, и мы его наблюдаем вокруг. В данном случае процесс занял в разы больше времени. Больше, наверное, только мы с вами в теме перехода, да, находимся, начиная с 2012 года, как началось, и все чуть ли не каждый месяц кто-то ждет, что этот переход наконец-то свершится. А эта тема еще древнее и давнее. Почему? Потому что у нее большее значение. И понятно, что то, что было, тот уклад, который существовал на протяжении нескольких тысячелетий, как минимум 2, а то и раньше, да, период матриархата мы с вами никто не застал на Земле, хотя он был, более того, он нигде в исторических справках не зафиксирован. Единственное, только мы что-то там где-то слышали про племена амазонок, которые непонятно, когда жили, где жили, были они вообще реальными женщинами, да, там, где главенствовали женщины. В общем, эта история прям очень-очень давняя, сейчас мы подходим с вами к ее развязке. Поэтому призываю к тому, чтобы выйдет следующая статья у нас, получается, в четверг, «Космический Христос». Она, скажем так, глобально вводящая в тему, каким это образом связано с отдельно конкретным человеком, сейчас со значимостью этих врат льва, которые из года в год якорят определенную энергию для того, чтобы наконец-то это произошло. А потом мы с вами нырнем в тему божественного женского, отдельная статья, и через неделю выйдет божественное мужское, потому что меня конкретно эта тема зацепила. Но как это происходило лично у меня? Да? Я из тех людей, которые черпают силу в своей вертикали. Может быть, вы такие же. То есть чем стрессовее ситуация, чем больше ответственность на меня налагается, иногда это какие-то регулирующие, контролирующие органы, иногда это какие-то личные события, типа того, как у меня мама проходила через серьезнейшую операцию на сердце и не могла выйти, да, из-под наркоза, и врачи уже говорили, скорее всего, не выйдет. Это тот момент, когда ты выходишь в колоссальную вертикаль, то есть ты целиком и полностью находишься в том, что можно назвать в своем духе. Потому что это единственное, что позволяет тебе
какие-то изменения вносить в поле реальности Земли. Точнее, позволяла вносить изменения в поле реальности Земли и каким-то образом взаимодействовать с близкими, да, то есть с очень высокого уровня. То есть мне этот уровень вот комфортный, привычный, нормальный. С чем у меня идет проседание? Именно с личностным уровнем, потому что вот после того, как пройдя на протяжении там десятка лет, причем через тему отношений, всевозможные трансформации, эта тема была закрыта, эго-личность усмирена, занимает то самое положение, которое было отводиться, да, должно было быть отведено, и, в принципе, я туда проваливаюсь очень редко. И вот конкретно, что меня выбивает на уровень личности, как ни странно, это тема отношений, да, взаимодействия с моим мужем. Причем он это делает непреднамеренно, я не сразу поняла этот фокус, но опять же, я из тех людей, которые вообще весь рост мой, да, весь мой путь, он проходит через тему отношений. Когда у меня появляется некая идея, да, которую я пытаюсь реализовать именно для себя, чаще всего в теме отношений, я через нее прохожу, понимаю, что это было не то, это как этот феникс из пепла восстаю, собираю себя по кусочкам заново, да, и очередная у меня какая-то идея. У меня был период, когда я искала, у меня была надежность, у меня была стабильность, но не было любви такой, как я ее представляла. И у меня тогда была тема, я изучала, вот в смысле хотела, чтобы у меня был человек, который меня любит. Но на выходе получилось так, что любовь – это не только, в смысле, в нашем трехмерном представлении любви у тебя может быть огромное количество, но она не идет рука об руку с ответственностью, и каждый раз вот как добавлялся какой-то пунктик. У меня был пунктик на тему, ну вот иллюзия, заблуждение такое, да, что духовный мужчина – это то, что мне нужно по жизни. А я за 5 лет набрала всего того, чего не нужно делать в отношениях, да. Вот это потакая своему заблуждению на тему духовности, оказалось, что хочется все-таки не просто духовного, да, а все-таки стенку, на которую можно опереться в сложной ситуации, несмотря на то, что я сама по себе сильная, и у меня духовный мой воин очень силен. В общем, каждый раз, да, какая-то вот идея появлялась, я ее реализовывала, понимала, что это все не так, и начинайте все сначала, да, пересмотр своего мировоззрения, того, чего ты хочешь от жизни, в частности, в теме отношений. Ну и поскольку каждый раз сталкивался с какими-то препятствиями, это был колоссальный, в том числе, вот духовный рост. Но еще раз, я к чему? К тому, что для меня вот выйти в вертикаль не составляет никакой сложности. И вот история. У меня как раз-таки накануне врат 7.7 произошло глубокое падение в личность. Почему я называю падение? Потому что когда ты находишься в вертикали вверху, да, тут такой резкий провал. Я записала огромное количество аудио. Хорошо, что я их не публикую, а записываю для себя, где я вот проговорила весь свой путь вот в отношениях конкретно с моим текущим мужем. И там столько вот боли, столько принятия, вот весь этот рост, который пришлось за эти годы пройти, преодолевая всевозможные сопротивления и так далее, я это все из себя выгрузила, и на выходе вот мысль мелькнула, и даже дочка пришла и сказала, ну, знаешь что, наверное, пора вот отпустить. Да, вот оно как есть, так есть, но вот рухнет, ну и фиг с ним, пора уже это признать и принять вот из этой серии. И потом как раз у нас была вот групповая медитация, я говорю, я на все посмотрела с другой стороны. Но там получилось так интересно, что я начала, почему-то мне такая мысль мелькнула на тему того, что нужно записать, за что я благодарна своему мужу, потому что, ну, вот еще раз, для меня путь – это путь через отношения. Каждый раз преодолеваю чего-то, иногда это сопротивление свое собственное, иногда это какие-то ограничения, иногда это какое-то тотальное такое расширение. И что-то как-то слово за слово у меня родился достаточно большой пост, все не уместилось, то есть какие изменения на самом деле за это время произошли. И я, когда такие вещи записываю, я стараюсь выложить публично, потому что, ну, мы ведем своим примером, да, мало ли о чем я говорю, вещаю, это все отдельная история, а вот то, как ты столкнулся с ситуацией, как ты ее пережил, имеет большое значение, потому что становится примером для других людей с какой-то стороны это потому, что, оказывается, так можно, а с другой стороны ты показываешь, как ты с чем-то столкнулся и преодолел. И вот я выложила огромный пост на тему благодарности. И знаете, это запустило некий какой-то процесс, и только потом я уже, отмотав назад, поняла. Я вот всю весну вам говорила, что у меня начался мощный процесс систематизации, реструктуризации
Объем колоссальный, много чего начато было, еще не доведено до конца, но этот процесс был сдвинут. И вот на этом фоне как раз-таки пришла мысль написать статью про плазму, после которой пошел вот переработка материалов Лорен именно в динамике, как оно было с 2020 года, заканчивая 25-м. И тогда мы вышли на тему того, что вот поскольку мы финалим этот год, у нас 25-й интеграционный, мы финалим мощнейший 12-летний, получается, цикл, начиная с 2012 года. И для того, чтобы вот как раз через эти врата льва пройти, очень важно увидеть и свою ответственность, и интегрировать опыт свой. Да? В данном случае получается опыт духовного пути. И вот все материалы, которые мы весь месяц выкладывали, они были направлены именно на это. Для того, чтобы увидели себя, увидели, к чему привели все ваши грабли, сопротивления, провалы, взлеты и так далее, чтобы увидеть, с чем ты теперь в текущих энергиях, став взрослее, став мудрее, став опытнее, ты можешь поделиться с теми людьми, которые тебя окружают. Даже если ты не делаешь это вербально, например, не учительствуешь, да, но мы все равно делимся. То есть в этом был смысл пройти через тотальную интеграцию всего того, чего ты лично для себя сделал в этой жизни, тем самым проложив путь для других. И тут вдруг всплывает тема отношений. И поскольку мы по этому пути, я же не только вас провела, да, я сама глубоко пересмотрела все, что происходило, у меня щелкнуло. Щелкнуло капитально. Прям действительно щелкнуло. Я поняла, что такие подвижки на самом деле были еще в апреле, в мае, когда я опять заходила в тему отношений. Но поскольку, еще раз, я постоянно нахожусь в вертикали, а вот это эголичностное, бытовое меня вот как человека, да, как женщину абсолютно не интересует, я просто по привычному маршруту ушла в вертикали, пусть вот оно само там по себе варится, тому, кому это нужно, мне это не нужно. Но поскольку путь интеграции уже начался, мне подсунули второй шанс, вторую возможность это сделать. Поэтому, возможно, вот кто ставил единички, двоечки, вы проходите через тот же самый схожий период, но для того, чтобы вот прежде чем перейти рассказывать того, как это происходило у меня, да, я хочу вам зачитать даты, которые я специально скопировала, вот опять же из тех прогнозов, кратких выжимок из Лорен Гарго, которые мы в Телеграм-канале постили. Вообще, кто меня сейчас смотрит в разных местах, если вы не подписаны на Телеграм-канал, вы теряете большую часть информации, потому что, ну, статьи, материалы, которые мы выкладываем, они, конечно, важны, но там нету такой животрепещущей актуальности, что происходит на данный момент. И вот смотрите, с чего все это начиналось. Это согласно вот тем датам, которые писала Лорен. Просто они настолько... Я их прочитала в разы позже, много времени спустя, они когда были. После 7 июля написано. Я поняла, что у меня раскладывается все один от и до. Начинаем мы с вами с солнцестояния. Вот вспоминайте, что происходило у вас в теме отношений на солнцестояние. Я этот момент очень хорошо запомнила, потому что как раз-таки на солнцестоянии, у меня папы 22 числа день рождения, я провела в праздновании солнцестояния, и мы с Анютой поехали в Орел. А когда вернулись обратно, я поняла, что у меня муж очень сильно изменился. У него есть таких несколько состояний, когда он расслабленный или когда он четко заточенный на цель, сфокусированный, он становится жестким, он становится непримиримым, категоричным в некоторых вопросах. Ну, потому что это из этой серии. Вот вижу цель, не вижу препятствия. Да? Это вот проявление мужского низшего архетипа. Когда все остальное по боку, эмоции по боку, чувства не по боку, что чувствуют другие люди, все по боку. Вот есть цели, я к ней иду напролом. Я приехала, я прям в лоб спросила, что вообще происходит, потому что я вижу, что что-то изменилось и очень сильно. Я тогда не поняла, с чем это связано, да, как будто вот кто-то тумблер внутри переключает, и появляется вот эта вот, жесткость, резкость, категоричность, непримиримость. И самое главное, никакого вообще не сопереживания, и пофиг, кто там что чувствует, ну вот из этой серии.
То есть что-то как будто бы отваливается, как будто рядом с тобой находится совершенно другой человек, не тот человек, кого ты знаешь. Вот кто с этим сталкивался в отношениях? Поставьте какую-нибудь кракозяблину в чате. Это было начало. И вот смотрите, что у нее там было написано, что мы на солнцестоянии, как раз-таки началась вот эта вот распаковка, вот этот длинный цикл, да, для того, чтобы дойти до 9.9, то есть до 9 сентября. Пошел процесс вот этот воплощения и инициализации, никогда некая тема, некий шаблон только подгружается. Начался процесс воплощения вот этого суверенного мужского, но самое главное, миссий и задач. Это было на солнцестоянии. Пошла подгрузка. Дальше. Вот сейчас начну с самого начала, да. Называю астрологически, но вот я в этой совсем не в теме, это просто я то, что скопировала Лорен. Квадратура Сатурн-Юпитер, 15 июня. Нас интересует дата очищения старых годов. Солнцестояние 20 июня. Закладка нового мужского шаблона. Новое. Вход Урана в Близнецы 7 июля. Активация ума для его принятия. Вот этого мужского шаблона, мужского архетипа. Далее дата 10 июля, там полнолуние у нас было. Заземление этого шаблона в форму. Ретроградный Сатурн следом 12-13 июля, интеграция всего вот этого, что начало подниматься, получается, за месяц до этого, с 15 июня, интеграция для воплощения, и мы с вами вошли в цикл, да, вот этого галактического Нового года, врат Льва и вот заземление в форме вот этого мужского. Еще раз говорю, я это прочитала, вот как раз в отпуск уезжала 10 июля, и я поняла, что у меня, вот знаете, редкий случай с датами совпадения прям побуквенное. И я стала еще раз назад отматывать. В чем у нас глобальная проблема? Да? Кроме вот этого патриархального, воинствующего, агрессивного мужского архетипа. В том, что как мужчины, так и женщины, многие пришли сюда с глобальной миссией. Вот прям реально глобальной. Просто глобальность в плане мужчин очень сильно отличается от глобальности женщин. Мы не строим планы на тысячелетия вперед. В принципе, даже те, у кого проявлена хорошо мужская энергия, но вот кто организованный, структурированный, типа как я, да, мы все равно не строим такие планы. Но в отличие от мужчин, мы так или иначе связаны через наши женские циклы, через наши женские ритмы, вот с этой божественной материнской энергией. Особенно кто матери. У нас все равно этот компонент, пусть даже не до конца осознаваемый, пусть даже в религии этой части нету, но у нас там где-то внутри эта связь все равно присутствует, так или иначе. Ну и плюс женские тела накладывают свой отпечаток. И вот если почитать, что в последнее время пишут про мужскую энергию, про женскую энергию, все слышали, что женщина, ну если отбросить тему хранительницы очага, да, женщина, точнее женская энергия, это та, которая наполняет. Все же слышали, правильно? Наполняющая, дарующая, напитывающая. И дающую энергию в отношениях, вот для того, чтобы мужчина мог вот эту свою глобальность, с одной стороны, смягчить, а с другой стороны, он получает не вот этот мужской огонь, драйв, вижу цель, не вижу препятствий, да, а каким-то образом сбалансировать. Это то, на чем строилось взаимодействие в паре, в отношениях, причем неважно, это отношения, это бизнес-партнерство. Вспоминайте историю. У нас были мужчины великие, давайте их так назовем, да, вот с глобальными этими своими миссиями, рядом с которыми всегда присутствовала некая женщина, дарующая мягкость, мудрость, а самое главное, останавливающая от непоправимых каких-то ошибок, да, вот от этих вспышек агрессии, эмоций неконтролируемых и так далее.
У нас вот это все было, и мы это в жизни своей видели, наблюдали неоднократно, совершенно в различных типах отношений, партнерств не только личных. И вообще у нас так сложилось, что женщины что ищут в отношениях? Да? Вот эту вот стенку, на которую можно опереться и прислониться. Даже если вы сильные, иногда хочется почувствовать себя слабой. Иметь возможность просто-напросто расслабиться. Сказать, что расслабься, я все порешаю из этой серии. И самое главное, очень часто мы мужчинам на откуп поддавали вот это ощущение своей безопасности. И это я сейчас говорю не вот про 3D-шное проявление, а как оно в принципе складывается. Да? А женщина рядом с мужчиной служила таким вот регулирующим инструментом, который привносил баланс, гармонию, наполнение через вот свое соединение вот с этими божественными женскими энергиями. Тут, я думаю, ни у кого, да, вот сопротивления не вызывает. Это вот, если так суммировать вот в целом, как это ощущалось. И вот теперь смотрите, если вы такие же, как я, что происходит, когда нас ранят? Что происходит, когда мы обижаемся? Важный элемент, да, у нас мужики практически не развиваются. Если не брать бизнес-темы, зарабатывание денег, а вот свои заблуждения на тему духовных мужчин я уже озвучила, это было такое глубочайшее переживание. У нас очень мало сбалансированных, они куда-то вот в ум уходят, в философствование, еще в что-то, но это была моя иллюзия, мое заблуждение, которое я несколько лет развеивала. У нас, в принципе, не так много мужчин, скажу мягко, которые заинтересованы именно в развитии конкретно себя и с точки зрения вот духовного пути. Это проза жизни. У них и задачи другие. Соответственно, это мы соединялись с этой божественной частью, исцеляли своего внутреннего мужчину, исцеляли свою внутреннюю женщину по большей части, да, знаем о том, что нужно держать сердце открытым, что только через сердце происходит выстраивание и так далее, и так далее. Но вот эта тема, она в основном свойственна исключительно вот женской части аудитории. Есть исключения, но в принципе, если вот в целом подвести черту, то процентное соотношение, 90% в этой теме женщин. И тут вот такая вся открытая, уязвимая, позволяющая быть сильной, позволяющая себе быть слабой женщиной, получает то, что мы воспринимаем как удар от самого близкого человека. Что в этот момент происходит? Вот у вас что происходит? У меня уход сразу в вертикаль. Я не впадаю в жертву, как многие люди, как многие женщины это делают, да, не начинаю себя жалеть и так далее. Я четко знаю, мой внутренний воин, моя вертикаль, ответ на все случаи жизни. Меня продолжают, это ни на что не влияет, у меня продолжают переть идеи, я могу очень плодотворно работать. Почему? Потому что я работаю через свой дух. Тут все в порядке. Но в этот момент у меня отсекается вот эта личностная часть, она реально отсекается. И я как будто бы вот отсоединяю от себя того, кто приложил к этому руку. Скорее всего, у вас происходит то же самое, только на автомате. И у меня происходит на автомате. Но просто у меня это происходит за счет переключения. Слишком сильна вот эта духовная часть, слишком сильна вот эта мужская часть. Мне с ними коммуницировать в разы приятнее и проще. И если тут нарисовывается некий персонаж, который до сих пор не может, на мой взгляд, повзрослеть и помудреть, то так это его проблемы, а не мои. Но это вот у меня так. Да, агрессия, защита себя, сбегать из отношений, вот уехала. Вы понимаете, то есть у нас на автомате непроизвольно, без каких-либо задних мыслей происходит отсекание вот этого потока. Причем, еще раз говорю, это может быть чисто конкретно к одному человеку. К семье, к близким, к детям, к окружающим, да, вы можете по-прежнему лучиться любовью, но вот конкретно к нему, раз он меня вдарил, не понял, не поддержал,
не знаю, там матом покрыл. Мы этот поток перекрываем. Знакомая история? Что в этот момент с ними происходит? То есть если вся суть взаимодействия мужчины и женщины вот в этом перетекании, что, в принципе, единственная возможность, пока они себя не сбалансировали, пока не соединились со своей вот этой женской сутью, она есть в каждом, да, этот поток приходит от женщин. Чаще всего от тех, с кем в сексуальных отношениях состоишь. Но в партнерстве, в бизнес, да, там нету сексуальных отношений, ну, чаще всего нету, но все равно, да, присутствует обмены взаимодействия. И тут вы пересекли этот поток. У них пропадает вот эта мудрость, у них пропадает способность сопереживать и чувствовать, если она взаимная. И самое главное, у них пропадает вот эта эмоциональная регулировка. Они идут во все тяжкие, можно сказать. Не в плане секса, не в плане притяжения, там, не знаю, какого-то физического насилия. Они вообще перестают управлять своими эмоциями, как будто бы управление не слышали. Малейшее слово «против» – взрыв, малейшее несогласие – взрыв, малейшее несовпадение в планах – взрыв. Это вот проявление, да, вот этой сильной мужской энергии, когда она не сбалансирована с женской энергией. И по сути получается, что вот до сего момента, как бы мы ни говорили про баланс внутри, все равно вот два человека в паре, они служили друг другу, с одной стороны, отражением друг друга, своих сильных и слабых сторон для проработки и трансформации, а с другой стороны происходило вот перетекание энергии для того, чтобы компенсировать ту часть себя, которую ты еще не сбалансировал. И вот это было мое сознание. Я прям на глазах увидела, что происходит, когда я перекрываю этот поток. Оно и так-то не сильно проявлено, а тут поток отключен, и наши мужики вот превращаются, вот это самое, с чего я начала. Жесткий, сфокусированный, нетерпящий, категоричный и так далее. Ну, потому что канал мягкости, мудрости мы в этот момент отрезаем. Если они в себе это не сделали, а по большей части они в себе это не открывают. И считают уязвимой слабостью, которую нужно в себе давить и так далее. Я ухожу в вертикаль, отсекаю. Вот когда до меня дошло, я пошла прям по горячим следам, записала аудио, что, девочки, что бы ни происходило, как бы больно в какой-то момент нам не было, даже и вот если этот виновник этой боли находится рядом, самая важная наша часть – сохранить вот этот поток божественного женского из сердца ко всем. То есть поток любви должен продолжать течь. И это внутри себя нужно прописать. Вот когда до меня дошло, говорю, почему проглючило, переворот мощнейший, да, я теперь не закрываюсь. Это не значит, что в отношениях все хорошо, и не бывает каких-то эксцессов, да, и у меня тут из злобного рогатого с копытами персонажа вдруг нарисовался мягкий, пушистый. Нет. Но я поняла, вот это еще же функция, да, одна из важнейших функций и задач. Не захлопываться, не закрываться, продолжать пропускать, чтобы вот быть пустым сосудом, через который эта энергия идет без конца и постоянно. И заметьте разницу. Не просто питать и наполнять, потому что ты бабища, рожденная из чего там, из ребра Адама. Нет. Говорю, и прям нахлынывает. А потому что многие из вас для себя этот канал, который можно назвать каналом любви,
безусловной любви для себя открыли. С нашей божественной мамочкой, пусть даже в проблесковых состояниях, возвышенных, да, но соединились. И просто понимая, что большая часть мужского населения Земли, именно мужского с проявленной янской энергией, они этого не делали. И у них просто нет возможности по-другому эту энергию как-то получить. И это наш вклад в развитие человеческой цивилизации. Не вот это, которое воюет агрессией и так далее. Если мы хотим изменить мир, другого пути нету. Начинаем мы всегда с себя, открываем все это для себя, исцеляем себя, а потом основная задача просто держать это состояние открытым не только для себя, а для всех тех, кто окружает. Вы с Марисом вместе ли расстались? Никуда мы не расставались. Понимаете? Дошло, щелкнуло. Вот она энергия-то пошла. Но говорю еще раз, у меня был этот заход где-то вот в апреле, в мае, точно помню. В мае как раз у нас был цикл день рождения, и там прям трэш был. Но поскольку про интеграцию я не слышала, я была озабочена систематизацией, я вот эту часть профукала, честно говоря. Ну, для меня падение в личность, да, ты там смотришь не с точки зрения души, не с точки зрения духа, а с точки зрения вот эго-личности. А она задета, она обижена, она так далее. Вот мне дали вторую итерацию, но поскольку к этому моменту я столько говорила вам, рассказывала про важность интеграции своего опыта за целых 12 лет, то есть за целый цикл, что мы через это с вами проходим, на выходе, знаете, как озвучила, теперь перенеси этот опыт на другую область жизни. Может быть, там еще в каких-то сферах это проявлялось, я не в теме, потому что меня вот эта тема захватила по полной программе. И потом, говорю, уже в поездке я начала читать, что там Лорен за это время выложила, и там прям по датам прямо очень четко. Но вот это главная, ключевая мысль, которую я хотела донести. Если вы внутри себя раскрыли вот это вот вибрационное состояние любви, задача основная, мир сходит с ума, там, не знаю, что бы ни происходило вокруг, как бы на вас не давили, как бы по-хамски не относились, внутри, я сейчас именно только про внутри, этот канал должен оставаться максимально открытым. Иначе вот как мы вот что наблюдаем на мировой арене, оно вот так и будет происходить. Вот это важная часть. На уровне личностного взаимодействия там как, кто как хочет. Хотите, не разговаривайте, хотите, выясняйте отношения, хотите, не знаю, там в защитной реакции в молчанку играйте, это все вторично. Главное, чтобы вот внутри по-прежнему из вас истекала, изливалась, лучилась та любовь и тот свет, который вы за эти годы в себе открыли. Кто-то больше, кто-то меньше, опять же, роли не играет. Не захлопываться, не закрываться. Из мсти, из обиды, да, по отношению к какому-то человеку. Если речь идет вот про мужскую проявленную энергию. Ну и теперь к той части, для чего все это происходило. Вот врата льва, мы их ждем, да, потому что на врата льва загружается с уровня души, получаются задачи на календарный год. То есть вот сейчас в августе мы с вами подгружаем то, что начнет распаковываться в октябре, в ноябре, вообще на самом деле вот на равноденствие в 2026 году. У мужчин вот этот цикл из-за совокупности факторов, тут с одной стороны 12-летний цикл, а с другой стороны вот это воплощение уже божественного мужского внутри, в них пошли грузиться глобальные миссии.
именно глобальные. Но, как последние годы показывают, и я это очень активно наблюдаю на курсах, знаете, когда берешь нечто, ну, я это называю высоковибрационным, то есть с высших уровней, с верхних, накладываешь на трехмерный мир, и оно вот из объема, ну, из сферы превращается в плоский блин. Становится очень плоским, самое главное, несет очень много искажений. И вот именно мужской части населения, а это, кстати, могут быть и женщины, у которых мужская энергия превалирует, пошли грузиться вот эти вот глобальные их миссии. И сейчас такой еще один вопрос будет. Кто наблюдал в последнее время, в частности в июле, вот эти вот качели? Знаете как? Какого плана качели? С одной стороны, несоответствие. Вот это поведение. Ты женщина, закрой рот. Ну, сейчас утрирую, но это может быть прямо вот в такой форме. Или как мне муж сказал, да какие могут быть миссии у женщин? Вот такого плана. Вот это патриархальное, шовинистское, когда вот мужчина, да, женщина создана из ребра Адама, не случайно эту метафору в третий раз сегодня повторяю, вот мы здесь, да, пупы земли, а вот ваше место там. То есть в поведении, в словах, фразах. И при этом периодически вырывается совершенно другое, глубокое. То, что можно было бы назвать вот преклонением перед женским началом. Опять же, не в религиозном смысле. Это вот преклонение, сакральность – это те следующие темы, которые я буду рыть для себя, потому что тут у меня вот ту тему я уже отработала, пошла следующую щелкать. Ну, типа того, женщины, которые воспитывают детей, например, одни. Чё мужику всунул, высунул, пошел дальше, по большей части. Опять же, есть исключения, потрясающие отцы, но по большей части ответственности здесь больше женщин. Разведенные, матери-одиночки, которые тащат, воспитывают, при этом стараются не забывать о себе и так далее. Как, знаете, как проблеск. Или что-то еще. Я вот за этот месяц наблюдала прям крайне противоположно. То есть еще раз, с точки зрения внешнего выражения, вот вся эта мужская патриархальная хрень как будто бы звучит и выходит, чтобы я точно обратила на это внимание. Они-то этого не слышат и не видят. А ты да видишь. А с другой стороны, вот реально вот преклонение, почитание либо перед материнским началом, либо перед женским началом, либо как-то еще, либо какое-то вот глубокое такое грандиозное чувство, ну, там такая глубина вдруг прорывается. И как будто бы вот, знаете, как два разных совершенно человека, это вот оно грузится. Ну, просто, блин, они настолько закостеневшие, настолько вот категоричные. Есть только одно правильное мнение, это мое правильное мнение вот из этой серии, что несмотря на то, что в них мощнейший поток грузится, они, ну, вот перекрывают его. Поэтому вот эти все события пытаются. Закладка, очищение, заземление, перепрошивка ума, тра-ля-ля. Огромное количество усилий прикладывается для того, чтобы вот эти шоры слетели. И глубина эта видна. И вот я заметила конкретно, вот почему солнцестояние начала, там шла загрузка глобальности. Ни у кого мужчины вдруг Наполеонами не захотели стать? Еще какую-нибудь циферку поставьте. Давайте троечку не стали. Мужчины-Наполеоны. Пойду захвачу весь мир. Я сейчас не про синдром Наполеона, когда ты никто и звать тебя никак, да, а ты все лелеешь планы по захвату мира. Просто еще раз говорю, взятое вот оттуда сверху и наложенное вот на эту закостеневшую на протяжении тысячелетий структуру, оно выглядит плоским блином и проявляется в очень странной форме, типа какая может быть миссия у женщины. Я так стояла, глазами хлопала. Я говорю, сори, но ты не можешь сказать, что у меня нет миссии, я ее не реализую. Говорит, вот не тот вариант. Это было не про меня сказано, но он повернулся. Ну ты же планы на 50 лет вперед не строишь? Я говорю, нет.
Однозначно. Тебе же не важно, что будет с твоим наследием после жизни, после смерти. Я говорю, нет. Я говорю, но это не отменяет грандиозную миссию, которую я выполняю. Но это опять же, да, наши мужчины обожают взаимоисключать. То, что не вписывается в их стандарт, в их картинку, оно отсекается. И на выходе пункт этот есть? Нету. Вот этот пункт есть? Нету. Все, миссии нет. Ну, просто глядя мне в глаза, такое сказать невозможно. Поэтому, ну, стало понятно, как это происходит, да? То есть, когда ты смотришь не на картинку в целом, а на какие-то параметры. Это как у нас. Знаете, у нас есть этот, когда мы с чакрами работаем, у меня там есть карта чакральной системы, там есть признаки дисбаланса, признаки гиперактивности, признаки из чего-то, что делает стандартный человек. Он считает, ага, у меня 3 пункта совпало в одном списке, 3 пункта совпало в другом списке, и что мне теперь делать? У меня много энергии или дефицит энергии? Я говорю, слушайте, мы и не на уроке математики в школе, когда ты тест проходишь банальный, сколько признаков совпало, сколько признаков не совпало. Я говорю, а где вид сверху? Потому что, ну, они вообще о разном. Это знаете, как вот, я признаки посчитал, а я нахожусь в теле, я все-таки не в теле. Ну, ты на человека смотришь, сразу видно, в теле он или в теле находится. Это же со стороны видно, как ты не можешь не знать этого. Ну, если считать по признакам, ну, то есть формально подходить. А вот эта формальность, глубина – это наша, женская. Формальные признаки – это мужское. Понимаете? И они вместе работают шикарно. У тебя есть и признаки, и глубина, стоящая за ними. И вместе рождается нечто потрясающее. А когда оно вот усеченное отдельное, оно принимает очень странные формы. Такого щелчка не ожидала, и как все прояснило. Вот я хотела выйти, то есть я собиралась, единственное, только сейчас вот энергии, как врат льва пошли, состояние такое пришибленное, но я вроде как раскачалась, потому что я уже не первый день хожу, я точно знаю, ну, хоть у меня там аудио наговоренное, но все-таки оно еще в самом начале было наговорено. Хотела вот вам донести некоторые акценты, которые имеют краеугольное значение. Мужчины проходят через грандиозную подгрузку, не скажу трансформацию, потому что у многих ментальные ограничения мешают им это распаковать, и тогда вы увидите синдром Наполеона, вдруг на ровном месте вам начинают рассказывать про захват Вселенной, про колонии на Марсе, не знаю, там, стану мультимиллионером, еще что-нибудь такое. Ну, в общем, вдруг на ровном месте ничего не предвещало, вот такой вот Наполеончик вдруг нарисовался, потому что их подгружают. Но то, как они озвучивают это, плоское, трехмерное, потому что им не хватает вот одного компонента под названием сбалансированная женская энергия внутри. И если вот не закрывать этот канал, оно вдруг обретает форму, объем, глубину, который, ну, то есть позволяет им объемно это заземлить и распаковать. Иначе вот эта плоская хрень так остается плоской хренью, которая вызывает у меня в начале, первый раз, когда я слышала, у меня глаза на лоб лезли. Что это вообще такое вдруг нарисовалось? Но, говорю, у меня муж, он не сдержанный не только в эмоциях, он не сдержанный в том, что он приходит, он озвучивает. И когда вот я эту глубину прочувствовала, я говорю, у меня вопросов нету. Ну, это, говорю, у меня вот несколько щелчков таких было. Вот это уже было точно в поездке, то есть после 10 июля. И я совсем по-другому стала на это, на все смотреть. Но еще раз говорю, чтобы эта вот глубина вдруг озвучилась и вырвалась изнутри, нужно было до меня дойти. Хватит тянуть одеяло на себя, смотреть, что не так. Он то, а я то, и вот это, вот это. Но я поняла, почему это нужно, потому что с точки зрения вертикали вот эту тему не поднять. Это нужно вернуться обратно в себя, в личностную часть. Но она же мне не интересна, эта личностная часть.
Она проработана, ну и пусть вот свое место занимает. И тогда вот вырисовывается Марис каким-то своим очередным грязным словом, можно это так обозвать, какую-нибудь сентенцию выдаст. Алена падает в личность. Для чего? Потому что вот для того, чтобы все это распаковать, это можно было распаковать только находясь в личности. Потому что духовную часть распаковали, теперь личностная. Предполагаю, но только предполагаю, что в других сферах и в других темах могло происходить примерно то же самое. Но просто, опять же, серия, они для меня не актуальны. Я вот даже до личности дошла, только провалившись в эту самую личность. Поскольку я не люблю находиться в этой личности, я при малейшей возможности, да, отплакав, отрыдав свое, тут же выхожу в вертикаль, и процесс бы не сложился, интеграция бы не произошла. Но это опять же к теме своей роли женской энергии в процессах, которые происходят на Земле. Мы являемся, ну опять же, у меня просто внутренний мужчина очень сильный, духовный воин, что на протяжении многих лет, начиная с юности, вызывало много вопросов к нашим мужчинам, которые мне много лет казались суперграничными. Так, 100% про меня, один в один, ну вот. У меня нет мужчины, но от незнакомых преклонений перед моей красотой принимала, очень такое теплое, восторженное. Знаете, я здесь не про преклонение под красотой, хотя это может отражать какую-то форму, это не про внешнее отображение, это, я бы сказала, про внутреннюю красоту, наверное. Вот я говорю, почему про сакральность? У нас есть одна большая проблема на всех. Вот психологи говорят, да, женщины должны простить своего отца и принять своего отца, мужчины должны простить свою мать и принять свою мать. Но на самом деле все это выходит глубоко за рамки отца и матери. Еще раз, божественный отец, не наказующий, не ругающий, не порящий, не заставляющий жить по своим правилам, а какой-то другой. И тут вырисовывается большой вопрос, а какой другой? И божественная мать. Вот божественная мать проще. У кого с матерями были отношения, кто чувствовал настоящую, да, материнскую любовь или испытывал любовь к своему ребенку, будучи матерью, у нас вот здесь вот архетипично очень понятно, как оно может ощущаться. Но если смотреть вот на 8 миллиардов, у многих из нас, у женщин, нет вот этого ощущения сакральности по отношению к мужчинам, к мужской энергии, к отцам, к мужьям. Потому что претензии матерей по отношению к своим мужьям, партнерам и так далее, при разводах, еще при чем-то, они вот передавались и транслировались очень сильно. Причем бывало так, что в семье все нормально между мужчиной и женщиной, в смысле между матерью и отцом, а ребенок игнорировался. Много вот искажений. И с точки зрения мужчин, есть огромное количество мужчин, которые... Слушайте, ненависть, наверное, сильное слово, но вот чуть ниже на градус это их отношение к своим матерям. А еще есть такое соединение к матерям вроде как и ничего, но вот к женщинам, к своим, совсем другое. И на выходе, вот я говорю, в тему сакральности, почему пошла распаковываться, я поняла, что она давно просто в других темах была, сейчас я дошла до сакральности. Вот у меня, например, поскольку этот внутренний духовный воин был всегда силен, воин света, да, это моя суть. У меня вот к сакральности мужского вот вопросов никаких не было. И все время вызывало удивление, почему наши мужики ведут себя иначе. У нас на самом деле архетипично есть очень хороший такой архетип, наверное, единственный за последние годы. У нас есть
вот эта воинская слава. Ну, то есть воин, защитник Родины. Вот после Великой Отечественной войны, всех этих подвигов, там много можно взять вариантов, но вот эта часть у нас есть. Мудрого правителя не знаю. Имеется ли он у нас в наличии? Да? То есть вот эта мудрость, чтобы была, мудрость правителя. А все остальное, оно какое? Ну вот все, больше выбирать-то не из чего. И же там как минимум десяток должен быть. Я все время помню, вот чтобы собрать, да, вот это, поскольку через отношения, какого мужчины хочу, я обращала внимание, когда смотрела исторические фильмы, там где-то отрисовка была, типа «Мирного воина» и так далее, вот что цепляло. Ну, для меня мужская энергия – это преданность, стойкость, колоссальная поддержка. Невзирая, согласен, не согласен, поддерживаешь, не поддерживаешь. Это стопроцентная надежность. Это то, как я воспринимаю мужскую энергию. Для меня было шоком, что мужская энергия мужчин – это разные вещи. У нас практически этого не осталось. И женская. Это не вот это вот пассивное, которое сидит, ждет принца на белом коне, который придет и все порешает за нее. А это про ответственность одних и других. Поэтому я вот тему это зацепила, и мы даже сдвинули. Я собиралась писать просто плазмы, совсем другие темы. Мне интересны изменения в энергетической системе, интересны изменения на уровне физики, потому что это ДНК, перепрошивки все, это вот даже то, что я воспроизвести не могу, я, прочитав, через 5 минут забываю. Но я все это сдвинула, поэтому начинаем мы с глобального, как мы выяснили, да, нету общей картинки, начинаем с общей картинки. «Космический Христос», статья выйдет завтра. Потом пошла тема «Рыть суверенного мужчину», но для себя делала, потому что мне непонятно вот этот переродившийся низший мужской принцип, каким он будет. Я для себя эту часть собирала, закрыла, но и заодно вам собрала материал. И потом уже женская часть, потому что все-таки роль женщины, она в соединении с божественным женским первично, на мой взгляд. Опять же, здесь пол биологически имеет слабую привязку, но по большей части вот те, у кого иньская энергия проявлена, соответственно, это вот через нас якорение шло. И на выходе вот к 9 числу ожидается рождение. Но вот про детали поговорим уже на групповой медитации, потому что врата льва, Христосознание, да, вот этот космический Христос, космическая Христеса и так далее, все эти детали, ну вот там без 100 грамм не разберешься, честно скажу. Ну и ключевая фраза, которая меня перезагрузила, опять же, в июле. Священное партнерство больше не является просто романтическим идеалом. Оно становится вибрационной ответственностью, требующей целостности. Те, кто сможет соответствовать этим требованиям, будут способствовать проявлению на Земле божественной любви, которая не циркулировала в сетях планеты тысячи лет. Вибрационную ответственность. Поскольку тема вибрации, она моя, опять же, духовная, да, накладываем сверху на ответственность, и остается выяснить, да, в чем ответственность женщины, ну, женской энергии, в чем ответственность мужской энергии. И вот чтобы стать вот этой вибрационной ответственностью, вот я пошла копать. Потому что с женской частью проблем нету, все понятно. А вот с мужской у меня были вопросы. Потому что не так, каждый из нас может рассказать. Начиная вот от этого регулирования эмоций, которые мы на себя берем. И потом получается, что... Но опять же, это работает недолго. Проблема-то в чем? Если бы это было 2 сообщающих сосуда постоянно, было бы здорово. А я вот очень хорошо помню этот переломный момент, знаете, ну, в состоянии влюбленности, все замечательно. И там вот пространство это создается, простраивается, все нормально, но все равно наступает какой-то момент у многих, да, когда появляются претензии. У женщин обиды, у мужчин претензии. И как только это происходит, а дальше просто срабатывает накопительный эффект.
Женщина закрывается, поток из нее больше не идет, а иногда вообще больше не возвращается, просто потому что она про это не знает. А у мужчин вот это количество претензий не дает больше возможности воспринимать без условий вот этот поток, принимать этот поток, который изливается. И тут вот проявляется вот это мужское. Ультиматумы, только так и никак иначе. Отсекание не нужно. Это же принцип мужской энергии. Не нравится — отсекаю. Не нравится — отсекаю. И на выходе то, что изначально могло быть в отношениях богатым, красивым, наполненным, оно здесь кастрируется, здесь кастрируется, здесь кастрируется, здесь кастрируется. И чаще всего не женщиной. Женщина как раз-таки здесь просто ей выдеваться некуда. Отсюда наш рост-то идет. Мы ищем способы справиться вот со всем этим. И вот я вот то аудио, которое я себе наговорила, оно минут на 40 получилось. Я вот эти все моменты кастрации, когда изначально каким оно было, тут вот это отсеклось, тут вот это отсеклось. Причем ладно бы оно отсекалось как-то цивилизованно, а это просто вот из мужской мсти. Ах так, нафиг. Ах так, нафиг. Ах так, не будет больше этого. Вот когда я это все из себя выгрузила, день с этим походила, меня на волне интеграции духовной части, да, вот той работы, которая за эти годы над собой и для вас проведена, меня глюкнуло. Так, подождите, вот отсекли, ну, стороны всегда, как я сказала, 2 медали. У любой монетки 2 стороны, да? Это вот та сторона, а твоя сторона где? И вот тогда пошло про благодарность, что ты приобрел и так далее. В общем, очень такая была большая многоплановая распаковка. Это благо, вот я не работала, никакие курсы не проводила, трансляции не вела, просто 2 недели была в отпуске. Мы просто ехали, смотрели, погружалась в свои мысли, ходила, и вот она там ниточка за ниточкой с разных сторон смотрела. Ай, кто под конец попал, лучше всего вот посмотреть с самого начала, потому что там потихонечку подгружается. Сложно было войти в эту тему, мы таки вошли. Эта энергия прорвала. Так. Теперь поняла, что происходило, чуть не развелись, готова была уехать, скандалили жутко, не понимала, почему не слышит меня, говорила славные острова, претензии. Наполеон по работе строил. Ну, Наполеон, я говорю, вот эти маркеры такие, но опять же, да, я не углубляюсь в детали, потому что я стараюсь личное какое-то не выносить, я не блогер, который на своей жизни, да, набирает эти миллионные просмотры. Поэтому, ну, вот общая канва, она вот такая. Вот несколько моментов знаковых, на которые стоит обратить внимание. Вполне возможно, что то же самое может происходить наверняка с братьями, с отцами, когда рядом присутствуете, за всем этим наблюдаете. Просто у меня вот рядом такой хороший пример был. Просто я говорю еще раз, он очень искренний. Он искренний в своем негативе, точно так же искренний, когда вот у него это идет. Ну, даже, я думаю, не воспринимает это как распаковку, но просто оно куда-то из глубин, вот оно прорывается с такими же искренними рыданиями. Кстати, это была его фраза про матерей, про женщин, матерей, которые воспитывают детей. Типа, что-то мужская часть недолгая, но просто это настолько вот до слез, настолько проникновенно звучало. 2-3 часа прошло, да, опять возвращается типичное мужское сознание. Это очень интересно наблюдать. Но, опять же, когда не вовлекаешься, когда не включаешься во все эти процессы. Выглядит со стороны это очень проникновенно и глубоко. У меня друзья тоже чуть не развелись. Я закончила кастрировать отношения, поток идет мощнейший. Ну, когда вот идет такое перерождение, ну, во-первых, да, у нас есть множество вот функций, с которыми мы пришли. Функции – это те задачи, да, которые пришли воплотить. Кто-то вот с решетками планеты работает, кто-то вот эти звездные врата якорит. Это вот с давних-давних времен. Есть так называемые работники света. Это вот как я, да, мы свет. Ну, потому что вот этот духовный воин силен. Почему? Воины света, работники света. Воевать-то нам сейчас не с кем. Военные действия между светлыми и темными закончились по большей части. Но вот эта часть духовная, она сильная, дух, свет. Есть работницы любви,
первый раз эту фразу Лорен услышала, но это те, кто орден Розы, орден Марии Магдалины и так далее. Это вот та часть, которая в религии не отражена. У нас что? У нас была единственная, это Божественная Мать, да, Мать Иисуса, и то ее превратили у нас в Деву Марию с непорочным зачатием. Про Марию Магдалину, из которой сделали куртизанку и развратницу, да, вообще не говорим. То есть то, что было изначально заложено, вот он Христос, да, это звание, это не имя Христеса, на выходе вот у нас было утрировано, отрезано, опять же, да, патриархально архетипичное, там, где женщина создана из ребра Адама. Вот это вся история. Но они же несли Монсеррат этот вот во Франции, да, вот и орден Марии Магдалины, все это же было. Они несли, и эти непоследователи, даже потомки есть и так далее. Но просто эта тема, те, кто вот в этой теме. Но там другая. Они вычищали вот эту, это даже не женскую боль. То есть божественное кастрировали очень-очень давно. Вот даже вспомни, да, все мы изучали в школе эти мифы Древней Греции. Хоть там и был Зевс, самый крутой перец, но все равно там были богини. То есть пока вот было язычество, у нас были и боги, и богини присутствовали. Как только нарисовалось повсеместно христианство, про другие религии говорить не буду, да, у нас вдруг женский принцип божественный исчез вообще. Ну, нету его, как будто никогда не существовало. И все ответы попытались вот подчистить, как будто бы и не было. Вот. И, соответственно, вот те, кто Орден Розы, это вот Лорен, она сама оттуда, она очень часто такие вещи пишет. Я просто читаю, мне никак не, ну это вообще не мое. Это знаете, как кто через свою матку отрабатывал вот эти все страдания, мужское насилие и так далее. И очень часто там реально физические изнасилования и так далее. Но вот это вот отдельная история. Кто в отношениях очень сильно страдал именно от мужчин, чтобы вот превзойти. У нас же до 1987 года единственный способ преодолеть что-то было превозмочь. Соответственно, для того, чтобы вычистить вот из решеток земли, это нужно было вычистить в себе, но через конкретные трэшевые, по-настоящему трэшевые ситуации. В том числе через физическое насилие в семье, еще там где-то и так далее. Это прям было. Но вот это не с моей частью, вот это не мое. Есть другая версия, да, вот с этой материнской энергией. Вот Светлане Добровольской, когда приходишь, да, она тебя окутывает вот этой материнской такой энергией. То есть она канал именно вот материнской части. Есть другие еще темы, кроме того, что каждый из нас несет что-то свое. В кодекс зашито, как нас называют эти звездные семена, звездно рожденные. То есть те, кто первично воплощал, сейчас тех много, кто на планете Земля впервые воплотился в человеческое тело. Но ведь есть те, кто выше. В смысле, до этого воплощался на других планетах, в других цивилизациях, у кого тысячелетний путь за спиной. Соответственно, несем в том числе в генетике вот эти коды. И они тоже начинают распаковываться, потому что время пришло. Неважно, связано это с пятым измерением, с возвращением божественного женского, с возможностью вот переродиться этой низшей архетипичной мужской энергии, роли не играет, но в каждом накрыто очень много прописано вот этих вот элементов, которые в какой-то момент начинают распаковываться. Поэтому эпохальные события происходят на наших глазах, но опять же увидим мы, как это реализуется, воплощается в живых людях чуть позже. Но самое главное, нужны вот эти, получается, и воплощенные Христы в плане мужской энергии, и примеры вот этих вот союзов. Там, где мужское и женское находится не то что в равноправии, а в согласии, ну, вот с этой вибрационной ответственностью.
Прям очень жду. Мне самой этого не хватает, потому что когда вибрационно считал, воспроизвести не сильно сложно. Пример. Мы с вами вошли в эпоху примеров собой, когда ведешь на своем примере. Поэтому очень важно, как у нас там было, да, в цикле про архитектуру Вознесения, по-моему, называлась, да, когда ты поднялся вверх, для себя сделал, потом ты с этим возвращаешься. Не для того, чтобы учительствовать, а для того, чтобы воплощать то, что ты обрел в своей жизни, тем самым задействуя всех людей, с которыми пересекаешься. А поскольку мало кто из вас является монахом-отшельником, ну, то есть вообще ни с кем не общается, вот это все распространяешь, распространяешь. Но нам реально не хватает живых примеров того, как можно не обидеться, как можно не войти в конфликт, как можно что-то сделать. Вот интересный случай был, сейчас спрашивала, не знаю, расстались, не расстались, к чему вопрос. Кто-то помнит, кто у нас с нами давно, помнит, в 2021 году, да, мы разошлись с Марисом, точнее, Марис решил уехать в Москву, а я выбрала остаться в Риге. И на выходе мы на какое-то время расстались, а потом все-таки обратно сошлись. И вот последняя встреча у Светланы Добровольской, когда была в Москве, приехала, я их просто знаю, у нас на живой встрече были на курсе, пара из Питера, очень необычная. Я-то порадовалась, что они наконец-то сияют, потому что там они были полумертвые, и наконец-то это вот оживились. Но мне поразило, с чем они пришли, за что поблагодарить. Они же не помнят, что я тех, кого лично видела, я их знаю, вспоминаю. Они сказали такую вещь, что большое спасибо, что вы, ну, про личное рассказали, и вот про свое расставание, и как обратно воссоединились, потому что это показало, что это возможно. И на выходе они сохранили отношения. Ну, просто потому, что перед глазами был пример. Нам очень сильно не хватает вот таких житейских, бытовых примеров. Вот этой мудрости, вот этой мягкости, вот этого принятия. Или наоборот, жесткости, непримиримости. Когда есть внутри какие-то стандарты ценности, ну типа, да, 20 лет быть любовницей. И тут все темы 21 года, мне сейчас не актуально про это рассказывать, совсем другая энергия, но нужно все это, нужно. И это наш вклад, когда ты начинаешь показывать, рассказывать, да и вообще просто прожил это, даже когда ты это прожил, на самом деле, да, путь, кусочек своего пути проложил. Мне нравилась эта фраза у Джейсона про команду человечества. Пусть мы не догоняем, пусть мы не знаем вот глобальности процессов, не представляем, но вот я сейчас вот рассказала, как я проживала этот период, да. Другой человек поделился, не знаю, там в посте ВКонтакте или в Телеграм-канале, да, своим пазликом, своим каким-то, что происходило в этот момент. А кто-то, например, после тяжелейшего развода вот рассказал, как он восстанавливался, допустим. Вот это одна тема отношений. Вот и каждый раз, да, огромная заросшая бурьяном дорога, здесь вот сломался прутик, здесь вот место расчистилось, здесь место расчистилось, а на выходе путь, по которому идут все остальные, он становится чище. Поэтому любой ваш опыт прожитый, пережитый, который вы ключевое интегрировали, он имеет критически важное значение, пусть мы про это даже и не знаем. Критически важное. И все наши вот эти сопли, страдания, когда мы что-то переживаем, ключевой момент, что ты встал после этого. Не просто продолжил, да, на автомате, как этот биоробот двигаться, а ты встал и научился, может быть, даже заново жить. После смерти близкого, после смерти ребенка. Ты в состоянии живешь, лучишься. Оно ключевое. Идет энергия Матери Мира. Вот искажение. Вы же видите, что женщина занимает должное положение. Вот это плоское.
Вот такие все фразы, они звучат плоскими. Там есть глубина, но еще раз говорю, сейчас нужно очень аккуратно с большими высоковибрационными концепциями. Не случайно я собираю материал Лорен, как ситечко, да, просеиваю какие-то фразы, соединяю вместе, и у нас даже нейросеть это наговаривает, потому что если бы это наговаривал кто-то другой, он расставил бы свои акценты, а там очень классно, что обезличенная нейтральная энергия. Там нет энергии, которую вложил человек. Это архиважно сейчас. Чтобы случайно, вот оно мощное, объемное, не превратить в плоское. Вот с точки зрения того, как вот... Ну, сейчас выйдут статьи, прочитайте, вы это увидите. Да, но там такой масштаб, там такая грандиозность процесса, что вот фраза сама по себе, она звучит плоско, если ты не видишь этот масштаб. Поэтому еще раз призываю, мы с вами на воротах льва, они уже начались. Пик у нас будет 8 числа. Мы с вами в 13:00 встречаемся на групповую медитацию. Будем якорить и проводить эту энергию. Проведите интеграцию своего опыта. Еще раз, направлений всего несколько. Вот все, что вы прошли за последние 12 лет, плюс вот это, то есть 2012. Что вы приобрели, что вы потеряли, в чем вы стали сильнее, в чем проявилась мудрость, что отпустили. Вот это есть интеграция. Когда ты собираешь жемчужинки мудрости. И для тех, кто давно с нами в теме, там важный духовный компонент, мой вклад. Не просто для себя это сделать. В чем разница, да? Я это делаю для себя, это определенный этап жизни. Потом начинается другой. То, что я сделал для себя, имеет пользу для других. Хотя бы даже если я этим не делюсь с другими. Некоторых просто вынуждают начать делиться, рассказывать. А если не рассказываете, все равно вы это вот в поле носите, и все, кто попадает в ваше энергетическое поле, они это считывают. Хотя, когда осознанно, конечно, лучше. В общем, офигительные времена перед нами. Призываю, девочки, всех, когда видите, что мужчина вдруг превращается в Наполеона, начинает как-то вот по-старому фокусироваться, агрессироваться, но потому что цель есть, не вижу препятствий, вспомните, что из сердца должно изливаться постоянно. Не хватаем этой нашей мягкости, мудрости, вот этой божественной, женской, материнской энергии. Поэтому держите свои сердца открытыми. Это важно для тех процессов, через которые проходит мужское. Не мужчины, а мужское. Соответственно, кто у нас вообще бесструктурный, несистемный, неорганизованный, вы можете проживать все те же самые процессы, про которые я рассказывала. Потому что у вас этот компонент не исцелен. Все, дорогие мои, на сегодня попрощаюсь. Выгрузила по максимуму, состояние протранслировала. Надеюсь, вот кого-то заставит задуматься, кто-то просто вот этот вибрационный резонанс поймает, кто-то, возможно, сделает перепросмотр того, что происходило в июле, потому что вот прям, знаете, как и расхлеблись, как там был хляби небесные, про стену дождем, как они сейчас в последнее время идут, а это про то же самое, вы знаете, как будто раз все сверх нагло перевернулось. При всей моей многоопытности, работы в теме, что бы я ни говорила, но вот иногда вот этот щелчок имеет грандиозное значение, а потом выкладываешь фотографии, а те пишут, да, Алена, у вас как будто бы начался медовый месяц. А потому что, Алена, вот все, что проходит по отношению к вам, вдруг потекло. Для этого нужно было понять, что оно вдруг перестало течь, струиться, и учиться и так далее. Наверное, все. Значит, комментарии. Кто у нас смотрит трансляцию в записи, в обязательном порядке с вас комментарий. Это ваша валюта. Ну и приходите в телеграм-канал.
У нас там людей, здесь людей в разы больше, да, а там просто есть возможности. Я в Дюхе наговаривать иногда, кругляшочки выкладываю и так далее. И до встречи, получается, уже 8 августа.